Всем привет, с вами Андрей, у нас NetHack. Сегодня я хотел бы рассказать про магический маркер и про чернила его. Магический маркер вообще для чего это нужно? Магический маркер, он нужен для написания свитков либо книжек. Обязательное условие в том, что вы должны знать о них, то есть они должны быть вам известны. Если вы о них ничего не знаете, соответственно, вы не сможете их написать. Собственно, в большинстве случаев используют непроклятый маркер для большинства. Как говорится, написание, но можно использовать и благословленный тут. Но в большинстве случаев используют именно непроклятый. Почему непроклятый, я сейчас объясню. Во-первых, у вас есть бумага, скажем, грубо говоря, чистая бумага, благословленная, непроклятая, либо проклятая. Маркер тогда, вот если у нас будет непроклятый, соответственно, у нас благодаря вот этой табличке, которая мы в данный момент перед вашими глазами должна быть, вы можете написать, благодаря благословленной бумаге, вы пишете благословленный свиток, благодаря проклятой бумаге вы пишете проклятый свиток, тем самым то, что вам нужно, собственно, у вас реализовывается. Но в большинстве случаев, скажем так, проклятые свитки очень редко нужны, поэтому, в принципе, можно благословить маркер и, как говорится, прописывать даже на непроклятой бумаге без особых проблем. Поэтому, что касаемо генерации зарядов, собственно, тут написано, что генерируется случайно, так, собственно, и есть. Изначально вам заряды вам будут сгенерированы случайно, поэтому вы особо не узнаете, что именно они здесь будут себя показывать. Вам в первую очередь вам нужно, по сути говоря, один из самых первых свитков, который вам нужен. Если у вас его нет в наличии, вам нужно, но вы о нем знаете, в свиток идентификации. Вам нужно прозвонить, собственно, сам маркер, узнать его количество зарядов точное. Для чего узнать именно точное количество зарядов? Потому что, чтобы, дальше я вам покажу таблицу, благодаря которой вы будете примерно ориентироваться плюс-минус по стоимости зарядов. То есть, например, у него вот есть тут написано, я сейчас прочитаю текст. Собственно, чернила и заряд. Написание волшебным маркером расходует заряд. Первоначально будет сгенерировано магический маркер с 3099 зарядов. Магический маркер может перевести только один раз с помощью свитка зарядки или платиновой карты Yonder Express карта. Благословленный заряд даст 15-30, округлите до 50-75, если возможно. Непроклятый заряд добавить 10-20 и округлите до 50, если это возможно. Максимальное количество заряда составляет 127. Только превысите это значение не приведет к взрыву маркера. Любой магический маркер создан в результате полипилинга. Собственно, полипилинг, что это такое? Это так называемый полиморфинг. То есть вы кладете предметы в стопку и с помощью палочки полиморфа пытаетесь сделать магический маркер. Если мы найдем палочку по полиморфу, я вам это покажу. Как если соберу достаточно магических предметов. Предварительно перезаряженные не могут быть заряжены повторно. Получается, любой магический маркер, созданный в результате полипилинга, предварительно перезаряженный и не могут быть заряжены повторно. Собственно, они, как вы поняли из описания, они не могут быть заряжены повторно. С каждым свитком или книгой заклинания связана базовая стоимость чернил. Для прокрутки это возможное число, указанное для книг. Это уровень заклинания, умноженный на 10. То есть, например, скажем так, сон заклинания Sleep, которое в чарах, насколько мне известно, есть в школе чар. Оно первого уровня, соответственно, оно будет стоить, чтобы написать именно эту школу, будет стоить всего лишь 10 чернил. Романы считаются книгами заклинаний первого уровня. А что касаемо романов, честно говоря, я не особо заморачиваюсь. Как вариант, романы это хороший способ слить, скажем так, смыть книжку, и тем самым получить бесплатную книжку, и потом можно будет ее прописать в случае необходимости. Вот. Что касаемо, собственно, самой таблицы.
Приближаем немножко. Ну, что касаемо книг заклинаний, я думаю, это и так понятно. Вы открываете, собственно, прайс-идентификацию по книгам, то есть, так называемый спеллбук, и смотрите, какая вам книга нужна и какой примерно уровень она из себя представляет. Также можно посмотреть, собственно, в текущей таблице, но в той более удобно, там прописано 1, 2, 3 и так далее. Вот, ну, собственно, тут прописано, какие есть вообще в целом заклинания, какие, по крайней мере, с книг можно получить. Но, опять же, вам должно хватать, во-первых, магии, во-вторых, вы должны иметь без шанса фейла кастовать это. Поэтому, что касаемо книг заклинаний, собственно, как вообще происходит сколько потратить заряд маркер. Первая графа, которая чернил, ну, она вам, собственно говоря, не актуальна. Почему? Потому что, ну, в большинстве случаев я ее пропускал, когда с ней взаимодействовал. Тут нам нужна именно вторая графа, графа сборы, потому что именно на нее мы будем ориентироваться, и именно с нее в большинстве случаев у вас будет списываться одно из этих значений рандомных. Например, вот взять начальную книгу «Роман», книгу заклинаний. Ну, она как бы не заклинание, но все же. Сборы 5-9. Соответственно, у вас рандомное число будет из текущего. То есть, если вы попробуете написать книгу, так называемый роман, то у вас будет рандомно 5-9 зарядов списано с вашего маркера. Если у вас достаточно маркера зарядов, то есть у вас должно превышать, например, 10 единиц. Если у вас будет, скажем так, не хватать, вам об этом скажет ваш маркер. Поэтому в первую очередь я рекомендую именно идентификацию, свиток идентификации прожимать на магический маркер и его именно написать, если вам нет необходимо, если у вас его нет в наличии. Почему? Во-первых, идентификация, она чем полезная? Вы изначально узнаете о предмете, ну, сколько конкретно у него зарядов, и тем самым вы сможете уже по сборам сориентироваться, собственно, сколько вам нужно. Ну, как и говорилось ранее, собственно, сборы идут, соответственно, от уровня так называемой школы, ну, как вам объяснить, уровня заклинаний. Если у вас, например, первый уровень, соответственно, около 10 чернил. Если второй уровень, около 20, третий, там, 30 и так далее, собственно. Тут вот можно всю эту таблицу в целом посмотреть. Опять же, повторюсь, вы не сможете написать книгу, если вы не знаете о ней. Я много раз пытался, но просто потратил впустую заряды. По крайней мере, у меня не получилось. Я сколько раз пытался, у меня не получилось. Поэтому вы должны изначально узнать о текущей книге путем либо найти ее где-то в подземелье, либо просто пожелать через желание. По поводу желаний, что... Ну, это, возможно, будет отдельное видео, что, скорее всего, в большинстве случаев желаю то, что вам необходимо в данный момент. Поэтому что-то конкретное подсказать сложно. Ну, чаще всего это предметы драконий доспех, будь то серебряный, либо серый. В большинстве случаев именно он бывает, чаще всего именно его желают. Также желают свитки зарядки, 2 штуки благословленные. Но опять же, это чтобы перезаряжать ваш магический маркер, если у вас он есть в наличии. Ну и также можно положить магический маркер, чтобы писать заклинания. Также желают, собственно, то, что необходимо. То есть, например, я вот недавно один из последних предметов, который я желал, это был амулет спасения жизни. Но опять же, там, я же говорю, все индивидуально, то есть конкретно под ваш случай может быть все. Желать, ну я потом отдельное видео подготовлю, желать, наверное, можно любые предметы, кроме, собственно, палочки желаний и тех предметов, которые вам дают это желание. Соответственно, как вам объяснить? Получается, то есть, вот, например, желание можно получить из
ну, скажем так, с волшебной лампы с неким шансом. Если вы ее потрете, с волшебной лампы вылезет джин. Как и со Smoky Potion, собственно, с дымного зелья. Вы также, если потрете его с неким шансом, там, чем чаще вы вызываете джина, тем меньше шанс, вылезет джин. И этот джин, собственно, у вас может взять, собственно, желание. Ну, вы сможете загадать благодаря джину желание. Также джин может вылезти водяной уже из этого, из фонтана. И то есть, если вы, например, взаимодействуете с фонтаном очень часто, то джин может вылезти и дать вам одно желание. То есть вы можете его загадать. Поэтому желание вообще полезная вещь, особенно если вы плюс-минус знаете, что вам нужно в данный момент. Ну, в большинстве случаев, если вкратце, в большинстве случаев, ну, мы на этом потом остановимся еще. Собственно, вот свитки, которые из сбора на чернила, которые чаще всего идут. Первая вот эта единица, собственно, так называемая почта, ну, она используется в основном в онлайне, то есть если вы играете в онлайн в NetHack, да, такое возможно, то она присутствует на сервере игры. Я не играю в онлайн NetHack, поэтому для меня это, грубо говоря, офлайн игра, поэтому ничего не могу сказать, как это происходит. Но, насколько мне известно, там просто, если вам что-то написал, вам прилетает демон, почтовый демон, и приносит это письмо. Ну, также, собственно, сборы происходят. Ну, вот, например, захотели вы, не знаю, ну, амнезию вряд ли, землю тоже вряд ли. Ну, не знаю, например, свиток магического картографирования написать. У него стоимость 4,7 зарядов, собственно. А у вас, не знаю, маркер, ну, на 20 зарядов, грубо говоря. Вы его, во-первых, выбираете, например, чистую. Выбираете, грубо говоря, пустой документ, то есть так называемый пустой свиток. Собственно, как получить пустой свиток? И магический маркер. Благословляете его. Собственно, не проклятый у вас маркер, тогда берете его. Маркер не проклятый. Собственно, бумага благословленная. Хлоп, у вас получается благословленный свиток получается магической карты. Это очень полезно, особенно чтобы разогнать свою экипировку на высокий армор класс. По крайней мере, я очень часто пользовался именно свитками, во-первых, да уйди ты, свитками уничтожить броню я постоянно пользуюсь, свитками зарядки я тоже иногда из этой стопки призываю, и также зачаровать броню и оружие. Я очень часто ими пользуюсь. Также геноцидом. Я тоже периодически прописываю именно эти свитки. По крайней мере, вот именно этими я чаще всего пользуюсь. Почему именно уничтожить броню? Потому что в конфузии, если вы проклятый свиток уничтожения брони пропишете на проклятой бумаге, не проклятым маркером, то у вас будет возможность того, что вам дадут именно, собственно, не так называемый проклятый свиток уничтожения брони. Проклятый свиток уничтожения брони, чем хорош, вы в конфузии сможете благодаря ему зачаровать защиту вашего снаряжения, так называемых, там, не знаю, ботинков, там, не знаю, тех же броня, плащ и так далее. То есть вы сможете защитить их от... Они будут так называемый fireproof, то есть защита от огня, от разрушений и так далее. То есть ни гниение, ничего из него подействовать уже не сможет. Что очень полезно. Тот же эффект будет не проклятой, собственно, свиток зачарования брони делать. Если у вас... Но, опять же, свиток непроклятое зачарование брони можно потратить на, например,
на улучшение лучше той же брони, грубо говоря, поэтому он не всегда полезный. А вот, например, свиток уничтожения брони, он как бы, по сути говоря, бесполезный. Но в конфузии, если вы будете читать заклинания, как, собственно, получить конфузию? Спросите вы наверняка это спросите. Самый простой способ — это просто взять любое заклинание, изучить, ну, как сказать, любое. Желательно первого-второго уровня, чтобы у вас не так много магии внутри было. И просто прочитать его, успешно прочитать. Ну и но прочитать его, когда у вас заклинание забудется. То есть вы увидите об этом сообщение, оно будет написано. Гон там будет написано по-английски, собственно. Так называемое отсутствие этого заклинания у вас будет. Ну, если как объяснить? Если мы с этим столкнемся, что оно будет наверняка, я вам покажу, как именно эта строчка выглядит. Вы сможете, собственно, сделать конфузию на себя и стан. Он длится не так долго, поэтому вам, в принципе, хватит для того, чтобы прочитать один свиток, так, например, уничтожить броню, либо что-то другое. Также можно зачаровать свое оружие. Например, у вас есть любой тип оружия, например, не знаю, грубо говоря, меч. Самый банальный. Ну, конечно, если у вас есть меч, и вы им пользуетесь, то лучше всего Экскалибур использовать. Но, опять же, это при условии, если вы благочестивый персонаж. Но все же, если у вас, грубо говоря, есть меч, и вы, нейтральный персонаж, и вы не смогли, скажем так, ваше божество над вами не расщедрилось и не выдало вам меч через алтарь пожертвования, все-таки можно его таким же образом зачаровать. Чтобы зачаровать, собственно, ваше оружие, если оно, конечно, не артефактное, потому что артефактное зачаровывать уже нет смысла, оно и так защищено от воздействия. Чтобы зачаровать его, вам нужно будет непроклятый свиток зачарования оружия в конфузии прочитать на это оружие, собственно. И оружие, собственно, как и броня, когда вы это читаете, они должны быть экипированы в данный момент у вас. И чтобы не было рандомайзера, с оружием проблем не возникает, потому что у вас одна рука. В большинстве случаев бывает либо одна рука, либо альтернативная не считается при этом. А вот с броней лучше всего снимать броню, потому что всю полностью. То есть у вас, например, не знаю, одет плащ, не знаю, броня, шапка, там, перчатки, ботинки, а вы, например, хотите зачаровать плащ, грубо говоря. Вам нужно, получается, экипировать плащ, а все остальное снять с себя. И, собственно, прочитать как свиток зачарования брони, если вам нужно зачаровать армор класс на плаще. Либо, если вам нужно сделать, чтобы плащ был неразрушаемым, так называемый, не подвергался воздействию огня, гниения, что там еще на него действует, собственно, вроде все. Вот, если, собственно, вам это нужно, тогда вы просто, получаете конфузию на себя. Также есть зелье конфузии, есть, собственно, как по конфузии это вообще пройтись. Есть зелье конфузии, которое вы можете выпить, но это достаточно долго, и вам лучше снимать конфузию тогда через рог единорога. Есть зелье опьянения, это второй уровень, насколько мне известно. Вы можете его выпить и без проблем конфузию получить. Но самый простой, конечно, способ именно через заклинание. То есть вы узнаете о заклинании, проходит там 20 тысяч ходов по вашему внутреннему, как говорится, часам. Вот, и вы сможете, собственно, как говорится, у вас заклинание окажется неактивным, тем самым вы можете его использовать для конфузии. Очень полезно на всех типах персонажей, потому что, если, конечно, вы не сможете его конфузию по-другому получить. Но в большинстве случаев, если вы уже дошли до этого этапа, то вы, скорее всего, сможете хотя бы одно заклинание узнать, элементарно
проидентифицировать книгу у торговца, то, не знаю, первого-второго уровня идентифицировать по прайс-идентификации цен и просто элементарно узнать, что вам необходимо. Также, собственно, я чаще всего рекомендую использовать именно свиток геноцида, прописывать его, именно благословленную версию. Почему? Потому что если вы, собственно, используете неблагословленную версию, например, геноцида, то у вас загеноцидится конкретный один моб. Если используете благословленную версию геноцида, у вас загеноцидится весь класс текущих мобов, что очень полезно, поэтому рекомендую, если вы геноцидите весь класс полностью. Очень полезно, например, против пожирателей разума, которые вам, по сути говоря, если они с вами столкнутся, они вам дадут амнезию. Как будто вы прочитали свиток амнезии на себя, что очень плохо. Поэтому амнезия имеется 6-й, собственно, класс, если смотреть прайс-идентификацию по ценам, поэтому стоит быть внимательней, когда вы сталкиваетесь именно с 6-м классом свитков. Вот как-то так, собственно. Повторяю, если вам необходимо скриншотить, если необходимо списать, списывайте, собственно, вот эта информация, которую я хотел вам предоставить ее, именно по магическому маркеру. В данный момент у нас, правда, на персонаже его нету, но рано или поздно он должен появиться будет. Тут важно запомнить то, что в большинстве случаев используется не магический маркер, не проклятый так называемый, и, собственно, пустой документ, который либо благословленный, либо проклятая версия. Почему именно не проклятый? Потому что, собственно, вы можете как благословленный свитки, так и проклятые делать, что очень удобно, если вам нужно, например, проклятую уничтожением брони сделать, либо, например, благословленный свиток зарядки, грубо говоря, либо, не знаю, зачарование или улучшение брони. Также оружие. Ну, что касаемо книги вам нужно будет опознать. Собственно, возвращаемся в NetHack. Это у нас персонаж турист, мужчина, человек 13 левел. Мы нейтрального вероисповедания. Мы в данный момент находимся на 11 уровне основного подземелья. Прошли 55 тысяч ходов. Уже у нас ночное время в данный момент. И у нас 56 тысяч опыта. По хитпоинтам у нас 111, армор класс минус 15. У нас автоподбор золота, монет у нас в данный момент нету, они отсутствуют. Статы у нас получается сила, ловкость, интеллект и выносливость у нас 18, мудрость 12, харизма 16. У нас экипирован короткий меч, мы в нем скиллованы, мы не перегружены. Командой Enhance или Enhance, в общем и целом, вы вызываете менюшку, которая дает вам описание всех ваших скиллов, ваших умений, вашего персонажа. У всех персонажей она будет разная, повторяться, но она в большинстве случаев не будет, она у всех индивидуальна. В нашем случае у нас, получается, даггеры стоят на эксперте, уже базовые топоры, но это я их качал, хотя пожалел, что качал. Так бы мы уже были в коротком мече на эксперте наверняка. Также у нас дротики, так называемый уровень продвинутый. Скелет, собственно. И также у нас мы можем прокачать предсказания. Дивинатиум, так называемая школа. Чем полезна эта школа? Эта школа, в ней вы можете найти заклинание идентификации, что очень полезно. Собственно, почему я об этом знаю?
Вот видите, перед надписью Divination есть звездочка. А вот, например, перед Nation Dagger есть решетка. Сверху в скобочках нам указано, что звездочка — это просто нам не хватает опыта для апгрейда, а решетка нам уже просто некуда грейдить больше. Собственно, продолжаем движение. У нас, во-первых, мы инвизе, то есть, по крайней мере, я вижу, мы нажимаем на себя стеноскоп, если у нас он есть в наличии. Если нет, то его лучше всего найти. И если он проклятый, снять с него проклятие, чтобы он стал не проклятым, либо еще лучше благословленный. У нас получается мы ускоренный, то есть fast, и в инвизе, invisible. Собственно, мы невидимые и ускоренные. Я рекомендую быть именно ускоренным, а лучше very fast. Но чтобы достигнуть very fast, вам нужно либо potion скорости выпить, но он кратковременный эффект. А чтобы постоянный эффект, вам нужны ботинки скорости. На себя юзать, то есть одеть их. Но для этого их надо найти еще сначала. У нас есть амулет рефлексии, ну, собственно, отражение, так называемое. Оно очень полезное против, ну, как вам объяснить? По крайней мере, как я читал рекомендации по квестовому персонажу, там в нас очень сильно будут тыкать палочками, ну, то есть палочками огня, холода, то есть всеми атакующими палочками. И вот это вот отражение, оно, скажем так, отражает все заклинания, которые летят в вас, и они просто не доходят цели, грубо говоря. Собственно, короткий меч и даггер, они у нас как основное оружие идут в милишном бою, а даггеры из металла сделаны у нас, они для метания на дальнюю дистанцию. Хотя эффективнее, конечно, использовать дротики, но дротики имеют свойство расходоваться, а вот даггеры, они не расходуются. Тем самым вы можете даггеры постоянно метать и пополнять их, если они с врагов падают. Плащ магической защиты, он прожженный. Вы видите надпись Blessing, Burn, Pierce, Cloth, Name, Magic Resistance. Собственно, прожженный плащ, бурнинг, у меня он сразу отображается. То есть все дебафы, у меня, по крайней мере, так, они прописаны в конфиг файле Default. Все, скажем так, предметы, которые у меня присутствуют, то есть, например, в данном вот у меня плащ прожженный. Чем плох прожженный плащ, он повышает, смотря, конечно, все зависит от его уровня прожженности, то есть, если он максимально прожженный, то его армор класс будет минимальный, то есть, либо вообще отсутствует, если там значение армор класса изначально было 1. Всего есть 3 вида прожженности. Вот, ну и, собственно, и это минус 2 армор класс максимум дает. Собственно, то же самое работает и с коррозией, но коррозия, она идет на ваше оружие, и коррозии подвержены все металлические предметы. Вот, например, даггер в данный момент был бы подвержен коррозии. Также еще есть гниение. Гниению в большинстве случаев подвержены деревянные предметы, деревянные, либо вот кожаные, вот как говорится, вот как у нас, например, шлем, он будет кожаный, он будет подвержен гниению. Коррозию, собственно, лучше не получать лишний раз, и лучше защищать свои предметы от коррозии, как я говорил ранее, через свитки, через свитки улучшения, так называемое зачарование брони, зачарование оружия, улучшать свою броню, свое оружие, чтобы они были rust-proof, так называемая, это защита от коррозии, либо от, собственно, от гниения, в связи с того, на каком оружии оно висит. Но это в обоих случаях оно защищает
То есть и вы можете смело бить, например, кислотных монстров. Кислотные монстры, если кислотные монстры, например, взаимодействуют с металлическими предметами, они в большинстве случаев вам дадут коррозию. Что очень неудобно, коррозия, по сути говоря, понижает ваши способности вашего оружия. Нам, правда, об этом не пишут. Но факт в том, что оно понижает, тем самым вы становитесь меньше урона наносите, если оружие. А у броня, соответственно, вы слабее защищены, у вас падает, ну, то есть, как сказать, поднимается вверх armor класс. То есть у нас, например, в данный момент armor класс минус 15. И так бы, если бы мы, например, были бы у нас, скорее всего, мы получили бы минусовые, точнее, в плюс у нас был бы. Самый, получается, начальный armor класс это 10 единиц. А максимальный низ, насколько мне известно, по крайней мере, это минус 30. Ну, я, по крайней мере, доходил до 25 где-то со знаком минус. Мы в данный момент находимся на уровне квеста. У нас, собственно, переход в квест, магический портал. Также у нас присутствует, собственно, в уровне основного подземелья. Чтобы узнать, какие команды у вас, собственно, вы открываете знак вопроса, нажимаете лист game команд, и вам прописывают, какими цифрами прописано конкретно в вашем случае вашей команды. Вот здесь все команды представлены, которые вам необходимы будут для того, чтобы, собственно, взаимодействовать с предметами, либо с вашим, например, инвентарем, с палочками и так далее. Что очень полезно знать для того, чтобы... У меня они все, большинство предметов прописаны через M. Вот, поэтому я в основном M и использую. Так, я, собственно, по инвентарю-то я особо и не закончил. Что могу сказать еще? Тут самое важное, по крайней мере, что мне один раз спасло жизнь моему персонажу, это ботинки прыжков. По прыжкам у меня есть отдельное видео. Собственно, ваш персонаж может просто упрыгать в зоне своей видимости от мобов. Важно замечание, насколько мне известно, через мобов вроде перепрыгивать нельзя. Ну, по крайней мере, я не пытался. Но прыжки очень хорошо помогают в спасении. То есть в нашем случае у нас экипированы ботинки прыжков, и поэтому крайне полезная вещь. Собственно, перчатки тоже крайне полезная вещь любого типа, неважно какие, даже если они у вас проклятые будут. Ну, конечно, проклятые не самая полезная вещь, но все же очень полезная вещь против кокатрисов, шикатрисов. У меня также есть отдельное видео, поэтому если вы будете взаимодействовать и вас этот кокатрис либо шикатрис, так называемый цыпленок либо курица, будут бить своими атаками, вы просто окаменеете. Если вы окаменеете, вы, скорее всего, проиграете, если вы не сможете это снять. Чтобы это снять, нужно, ну, собственно, либо помолиться, либо взаимодействовать с кислотной средой. То есть, например, либо лизарды, ящерку съесть, либо просто разделить кислоты на себя, либо любой кислотный труп съесть. Но лучше всего, конечно, я рекомендую именно зеленого слайма, так называемого. У нее есть green slime, он называется. Его нежелательно есть, потому что вы тогда заболеете болезнью ослизнения, что крайне нежелательно. Я от него погиб, у меня также по нему есть отдельное видео. Если вам интересно, можете полистать. Собственно, плащ. Бинты мумии, так называемые, они используются вместо плаща. Ну, используются для входа к торговцу. Потому что торговец, если мы невидимые, а мы невидимые, он скажет: я вас не вижу, вы не можете войти. А вот этот плащ помогает разрушить его представление о том, что он нас не видит, надо это дропнуть будет. Почему ее есть нельзя? Потому что трупы все
надо, ну, кроме, собственно, наверное, лишайника и лизардов, есть можно... Точнее, как сказать, как вам объяснить? Лишайник и лизард есть можно в любое время, а вот все остальные трупы надо есть либо сразу, либо вообще не есть. В нашем случае вот мы видим то, что тут, собственно, если не ошибаюсь, это плесень какая-то называется, серая. Она металлическая, то есть если вы будете с ней взаимодействовать на ближнем дистанции, она вас будет бить, и вы в металле будете находиться, в металлическом снаряжении, то вас она, скорее всего, просто уничтожит вашу защиту. И также оружие, если вы будете бить ее металлом. Очень противная плесень, ее надо дропнуть. Сейчас, собственно, мы этим и займемся. Мы дропнули ее. Вот. Свиток телепортации помогает при эскейпе. То есть, если вас зажимают, такое бывает на самом начале игры, причем очень часто. Если, например, у вас, не знаю, какие-нибудь те же муравьи, например, или пчел начинают зажимать. Телепортация, как и так называемая палочка телепортации, очень крайне полезная вещь. Они помогают эскейпиться, сваливать от тяжелых боев. Да, но опять же, если телепортация рандомная, то есть у вас нет контроля на нее, собственно, это умение такое, контроль телепортации, либо через кольцо можно его получить. Вы в рандомное место летите, а если у вас есть контроль, вы, собственно, в нужное место для вас летите. Но опять же, не факт, что там будет безопасно. Потому что подземелье постоянно движется, и непонятно, куда вас это приведет. Палочка сна — крайне полезная вещь. Через сон вообще я рекомендую играть по большинству мобов. Если вы... Большинство мобов, кроме нежити, наверное, и големов, нежить големы неуязвимы, грубо говоря, а вот большинство мобов, они уязвимы ко сну, кроме эльфов, наверное. По крайней мере, с кем я пересекался, сон — крайне эффективная вещь, рекомендую на начале постоянно его использовать. Как защитная, в основном, я рекомендую использовать, потому что как атакующая есть только у вас заклинание есть сна. Удар обычно атакующее, электричество, как и копание. Можно постоянно Элберет выигрывать через команду Engrave, в моем случае это Е. Собственно, можно, крайне полезная вещь. Рекомендую, если вас зажали, то есть и там у вас в основном милишники. И важное замечание, то что милишники не игнорируют Элберет, то есть какие-нибудь минотавры, либо стражники, например, тоже его игнорируют, поэтому стоит быть внимательнее в этом вопросе. Свет, собственно, против гремлинов, по крайней мере, так написано в Википедии, и, собственно, поджигать свет, но если у вас темное место. У всех палочка есть заряды, количество зарядов, и их перезаряжать можно, максимум один раз. А после они взорвутся, нанеся вам урон, если вы попытаетесь еще раз перезарядить. Перезаряжать палочки через свиток зарядки. По зарядке, насколько мне известно, я вам видео оставлял, поэтому вам, если интересно, можете посмотреть. Магический мисс — очень полезная вещь, палочка магической стрелы. Она чем полезна, вы можете... Особенно полезные в Собакане. То есть вы его будете, если проходить, очень полезная вещь, помогает бить мобов за камнями, тем самым не разрушая камни. Что в Собакане очень полезно, особенно если у вас кто-то за камнями встал, и вам нужно его очень срочно уничтожить, чтобы ваш камень двигался дальше. Крайне полезная вещь.
Собственно, что у нас еще также присутствует? Ну, чтобы я вкратце вам рассказал, чтобы вы имели просто представление в целом. И также мы потом продвинемся дальше. Блинфолд, если у вас есть ментальное зрение от плавающего глаза, у меня об этом также есть видео о параличе, защите от парализации, тоже можете полистать, крайне полезная вещь. Зеркала против нимф используются, нимфы на начале это прямо ужасная вещь. Если вы их не видите особенно, то есть заранее не видите, и вы просто где-то шли, хлоп, наткнулись. А если вы их видите заранее, то вам прям преимущество. Отмычка, ну, собственно, используется для открытия и закрытия дверей, сундуков и так далее. Также можно использовать заклинания, палочки похожего типа. Например, палочка открытия, она называется opening. Также можно заклинания использовать. Если не ошибаюсь, заклинание Клок называется. Это, наверное, стук. Благословенный рук у меня по нему отдельное тоже видео есть. Крайне эффективная вещь, снимает с вас негативные статусы. Не все, но, например, болезни она с вас не сможет снять. Но болезнь в большинстве случаев снимает святая вода. Магический свисток. Взаимодействие с питомцем крайне эффективная вещь, именно магическая версия, их два вида. Магическая версия, он сразу телепортирует к вам, даже если вы убежали далеко от питомца, телепортирует к вам сразу, очень полезная вещь. Стеноскоп, ну, ваш статус и как статусы противника, очень полезная вещь. Почему? Потому что вы можете заранее посмотреть, о, противник спит, ну и пускай спит, как говорится, фиг бы с ним. Или наоборот, там, не знаю, противник оглушен, конфузии и так далее. То есть вы можете это посмотреть. Пробный камень, Touchstone, собственно, он необходим для обоснования всех остальных камней. Нужна именно благословленная версия. Исключение, если вы играете за гнома, либо за археолога. Тогда вам не проклятая подойдет. У нас присутствует с вами сумка, но я думаю, мы с вами немножко пробежимся. Посмотрим, что... Забежим на уровень квеста, посмотрим, что у нас там есть. У нас, собственно, рядом с нами стоит стражник. Ватхман, собственно. Но он для нас не агрессивный. Надеваем повязку на глаза, чтобы мы имели представление, кто вообще находится на текущем уровне. И благодаря ментальному зрению мы их видим. Собственно, у нас тут находится один стражник, тут мобов больше нету, они не отреспаунились пока что. Поэтому нам сделать нечего. Уходим обратно. Мы активировали магический портал и улетели. Мы видим собачонку. Да, это обычная собачонка, то есть мы, в принципе, можем ее приручить, что, наверное, мы сейчас, скорее всего, и сделаем. Почему? Потому что, ну, для нас будет очень полезно помощники любого типа. Но собачонка имеет свойство убегать куда-то. Вот она, стой. Почему мы плохо здесь видим? Потому что здесь темная комната. Чтобы ее осветить, как вариант, можно прожать, собственно, палочку света, и мы увидим эту комнату, потому что и всех, кто в ней присутствует. Кидаем в нее фортун куки, потому что мы знаем точно, что она ее будет есть, эта собачонка. Чем полезны именно собаки? Крайне эффективно, ну, не собаки, а вообще домашние животные. Домашних животных бывает нескольких типов. Собственно, кошки, собаки и лошади. На последних можно ездить, на лошадях, но для этого нужно седло и, собственно, навык желательно. Также нужны перчатки и ботинки любого типа. Седло обязательно нужно, вы не сможете оседлать через команду Raid, если не ошибаюсь. Сейчас я вам точно скажу название команды, которая для оседлывания идет. Рупан, нет, руп это взаимодействие. Сит это не то. Тип. У меня, в общем, эта команда забита, но для вас, конечно, я сейчас ее попытаюсь найти персонально.
Сейчас, момент, я ее найду. Райт она называется, вот через Р. Собственно, вы ее нажимаете, выбираете сторону, где ваш питомец находится. Если у вас он уже с седлом, седло, кстати говоря, лучше всего благословлять. Почему? Потому что враги имеют свойство проклинать предметы. Поэтому седло может очень быстро проклятие потерять. Точнее, статус благословленный свой. Из-за этого надо своего питомца держать как можно ближе к себе, чтобы на седло ставилась защита тоже. И, собственно, и вы говорите на вырос, что вы не можете никакого седлать. В общем и целом, с седлом все понятно. Рунический спир, руническое копье нам, в принципе, особо не нужно. Почему? Потому что мы им не пользуемся особо сильно. Собственно, тут еще 7 предметов каких-то, орчий шлем и 2 орчих даггера. Нам это не интересно. Двигаемся вместе с собачкой, нашей собачонкой. И собачонка подтупливает. Вот я вот почему не люблю домашних животных, они очень сильно тупят. А магический свисток, который у нас присутствует, он очень сильно помогает благодаря этому. Надеваем повязку на глаза, чтобы для нас не был элементом неожиданности какой-то достаточно сильный моб. Тут вообще никого нету, судя по всему. Наш персонаж проголодался, стоит его сейчас покормить. Мы, в принципе, добежали, и стоит покормить нашего персонажа через команду eat. Мы выбираем то, что мы будем ему давать, мы ему дадим пищевой паёк, призываем нашу собачонку через магический свисток. Мы видим торговца, это, судя по всему, универсал, судя по инвентарю. Мы видим также статую солдат-анта. Солдат-анта, они имеют свойство ходить группой, поэтому если вы увидели одного, в большинстве случаев стоит готовиться к толпе. Солдат-анта, они чем опасны, они у вас ядом могут запинать, они, кстати, достаточно больно бьют. Они очень быстрые и больно бьют. Также мы видим лошадь. Лошадь. Или не лошадь? Да, это лошадь Хурса. Собственно, ну нам они пока не нужны. Я думаю пробежаться быстренько до 18 этаж, в теории посмотреть. Краешком глаза, по крайней мере, что у нас присутствует там. Бежим, бежим, бежим. Наша собачонка опять тупит, как вы видите. Мы видим док, это скорее всего варк. Ну, варк это, собственно, ну, на них обычно ездит эти орки, не орки, поэтому ездовые, грубо говоря, животные. Ну, не самый сильный противник, но такой один из мерзких противников. Нам, собственно, нужно бежать дальше. Смотрим, как у нас как раз дорога плюс-минус через Варга идет. Ну, заодно и посмотрим. Это статуя. Статуя кентавра. Чтобы оживить эту статую, нам нужно заклинание. В основном. Из камня в плоть она называется. На 3-м уровне клерика она идет. Целитель с него начинает. Убираем этого варга. Он оказался пустой. Даже трупик свой не оставил. Вообще ленивый варг. Через ментальное зрение, собственно, которое у нас присутствует в данный момент, мы можем видеть большинство мобов, у которых есть разум. У которых нет разума, например, нежить. Мы их не увидим. Призываем к себе питомца. Мы на 17 уровне, собственно. Следующий этаж для нас уже будет... Кстати, его не весь исследовали, 17 уровень. Мы видим мимика. Можем, кстати говоря, в сторону мимика пробежаться. Мы видим то, что... Ага. Тут присутствует, получается, бумажный голем. С бумажного голема можно вытащить свитки. Но с бумажным со всеми надо драться без сумки. То есть мы снимаем обременение себе и начинаем драться с големом. Он нам дал 2 свитка неопознанных.
Убираем эти два свитка в нашу сумку. Наша сумка у нас обычная, у нас не бакхолдинг, собственно, сумка хранения. Поэтому для нас она, конечно, посредственного содержания, но все же это лучше, чем ничего. Мы до мимика дойти не можем, поэтому просто будем двигаться. Вот сейчас здесь, это, собственно, этот плесень. Она кислотная, то есть вы, если будете ее бить, стоит быть готовым к тому, что она при поедании дает стан. Собственно, мимик, ну, он нам уже особо ничего не должен сделать. Если наше животное съест мимика, она превратится во что-то другое. Поэтому... Но не на постоянной основе, а временно. Поэтому мимиков тоже можно есть, если у вас проблема с голодом. Это, судя по всему, статуя. Йетин мумия. Это гигант. Один из достаточно толстые ребята. Много. Нашли переход на 18 этаж. Как вариант, можно посмотреть одним глазком, что там присутствует. Ну так, чисто чтобы открыть уровень. Посмотреть. Мы также не весь его еще исследовали. Посмотрим, что еще. Посмотрим через повязку на глаза. К нам идут подвязочные змеи. Вот буковкой S. Собственно, присутствует здесь. И, в принципе, алтарь. Алтарь у нас... Какой у нас алтарь? Смотрим в общей схеме. Алтарь у нас не нашего, видимо, вероисповедания, потому что нам бы, если был бы наш, нам бы написали, как, например, мы сейчас в данный момент находимся на 17 уровне, алтарь у нас на 12 уровне нашего вероисповедания, нам написали еще алтарь леди. У нас божество леди в данный момент. А тут у нас получается алтарь просто не подписан. Он, скорее всего, значит, не нашего вероисповедания. Тем самым, это можно и так, в принципе, посмотреть, это благочестивый алтарь. Чтобы перевести полярность алтаря на нужные вам, ваша задача просто принести жертву на нем. Убив, например, тех же подвязочных змей и принеся их в жертву на алтаре. Мы, кстати говоря, нашли монеты откуда-то, непонятно. Убираем монеты в сумку. Ждем, пока наш питомец к нам подползет. Ух, нифига себе. Переводя на русский язык, это как адресы. То есть это опасные существа, если их есть нельзя. Опасные существа... Что еще? Главное против них это быть в перчатках. И не пытаться их побросать. И так, ну, бросать их можно, но в разумных пределах. Это свисток. Учитывая то, что у нас присутствует магический свисток, то это второй тип свистка, который здесь присутствует. Ну это магический свисток. Ну, как вариант, можно было бы взять, но, опять же, видите, тут очень мало света. Как вариант, можно включить свет через нашу палочку света. Посмотрим, что она из себя, собственно, представляет. Видим тут помещение, идем в сторону помещения. Опять же, видим трупик. Это апле яблочко. Собственно, яблочко есть можно на постоянке. Оно не портится. Тенгу благочестивый, его нужно забивать, потому что он будет нам мешаться. Наш персонаж, мы нашли переход на следующую локацию. Наш персонаж немножко проголодался. Мы его покормим. Перебежали на следующий этаж. Так, посмотрели через повязку на глаза. Что очень странно. Ты кто? Непонятно пока кто это, но
к нам идет демон Манас. Манас, призраки, они не особо сильные. На начале они могут, конечно, доставить неудобства. Но они не очень сильные. А вот как атрисы они могут геморрой доставить, особенно если наш питомец захочет их съесть. Я надеюсь, что он их не съест, потому что он 100% окаменеет. Потому что есть нельзя ни в коем случае. Как, собственно, и труп медузы. Медуза, она будет на одном из следующих уровней. Когда мы дальше будем продвигаться, медуза будет... К нам идут двухсторонние эльфы. Мы дропаем сумку и выходим. Пытаемся, по крайней мере, обойти, чтобы нас не зажали. Чтобы у нас подход был с одной стороны, чтобы мы могли элементарно свалить отсюда. Мы видим то, что они, ну как эльфы. Если я правильно понял, эта мусорная псина у нас съела трупик. Да, я все правильно понял. Он напуган и он жрет труп. Вот одно слово, глиста. Честно, я не люблю питомцев, потому что у них есть полезность очень высокая, но они настолько никчемные. Порой бывает, что просто хочется сказать, тем людям, кто их придумал, Легкий голем дропает легкий армор. То есть это как вариант, можно найти себе доспех, если вы магический класс. Это наш единорог. Нашим единорогом можно пожертвовать камни, если у вас есть драгоценные. Тем самым у вас поднимется удача. Свиток идентификации. Монеты и скролл, собственно, мы убираем. Если у нас есть, конечно, драгоценные камни, но у нас, скорее всего, нету в наличии. Посмотрим сейчас, у нас есть ли в наличии драгоценные камни. Драгоценных камней у нас нет наличия их вообще. Поэтому мы ничего не можем ему предоставить. Биар-трап, ну, собственно, ловушка. Медвежья, если не ошибаюсь. Ну, такая сомнительная. Вот это вот последнее сообщение, что шакал воет на луну, там говорит о том, что где-то есть оборотень. Но мы его, честно говоря, пока не видим. Вот я его вижу. Оборотень — это, скорее всего, буква «Д» в нашем случае. Вот, вершакал. Вершакал чем опасен? Он имеет свойство... Будем двигаться в сторону вершакала. Мы его убили за один удар, и у него один поушен, одна палочка. Замечательно. Посмотрим, что это за поушен с палочкой. По палочке непонятно, наверное, удар какой-нибудь был. Стрикинг у нас две их стало. А поушен full heal. Full heal — это поушен полного лечения. Очень полезный этот поушен. Он лечит болезни. В общем и целом, крайне полезная вещь, рекомендую. Опять это мусорное животное мешается. Недолюбливаю я питомцев из-за того, что они
вас другие мобы будут избивать, а ваш питомец будет кушать в этот момент. Причем ему будет плевать на то, что у вас там очень мало здоровья. Ему же нужно покушать. Я вот из-за этого и недолюбливаю питомцев, из-за того, что им просто плевать на вас. Телепортирующий левел ловушка крайне опасная вещь, но благодаря защите от магической защите мы можем игнорировать текущую ловушку. Статуя рыцаря человека. Визард. Ну да. Ну, скажем честно, я просто доходил до этих уровней и выше. И из-за этого они, видимо, чисто надо мной ржут, оставляя тут статуи. Обратите внимание, сколько тут статуй. Рыцарь, Дюха, рыцарь опять же, рыцарь, Визард, ну сейчас я Визард, опять рыцарь, то есть Кокатрис нам в принципе ничего не сделает, но он крайне мерзкое существо из того, что он имеет свойство вас в окаменение кидать. Повторюсь, опять же, кто не помнит, либо не знает, чтобы драться с Кокатрисом, вам нужно обязательное условие иметь перчатки и ботинки, особенно если вы их пинаете ногами. Но главное то, что иметь перчатки. Что такое, собственно, перчатки? Ну, найти их нужно в подземелье, либо у торговца купить снаряжение, либо универсальные, если вам повезет. Собственно, вот перчатки, они сейчас я вам их покажу. Вот они. В нашем случае это просто обычные легкие перчатки из кожи. Галочкой отмеченные. Вот. Нужно иметь именно перчатки. Если вы каким-то невероятным образом без них, я вам сочувствую, лучше убегайте. Особенно от толпы Кокатрисов. Но также вам поможет Лизард. Собственно, ящерка, которая, трупик ее, если до этого не встретились с ней, она будет периодически всплывать. Вы сможете избежать окаменения. По крайней мере, так, ну, а так действительно работает. Я много раз с этим сталкивался, и она действительно именно так и работает. Нас не смогут убить Кокатрисы, потому что, ну, мы примерно плюс-минус знаем, что они из себя представляют. Самый опасный, конечно, в этом вопросе пиролийский, либо медуза, потому что если у вас нет отражения и даже элементарной повязки на глаза, она вас просто парализует взглядом, превращая в камень. Мы убиваем Кокатрисов, убиваем Манос, то есть демоны так называемые, которые, ну, они на начале, конечно, такие достаточно мощные ребята, но в конце они ничего толком из себя не представляют. Собственно, Поушен болезни и Поушен 6-го, Скролл 6-го уровня. Убираем их обоих в нашу, собственно, сумочку. Поушен болезни по понятным причинам нам не нужен. А скролл 6, он, как я говорил, скроллы нужно идентифицировать, особенно 6 уровня. Как я узнал, почему, что он 6 уровня? Через прайс-идентификацию цен. Пришел к универсальному торговцу и идентифицировал их. Ну, я думаю, с Кокатрисами закончим. Если они, конечно, проснутся. А они не просыпаются. Он проснулся. Не проснулся.
Чего же ты такой спящий-то, а? Наш несчастный человек проголодался, его стоит покормить. Смотрим, что здесь. У нас, собственно, здесь зеркало и 4 трупа кокатриса. Кокатрисов есть нельзя, поэтому если у вас сильная голодовка, я не рекомендую жрать его. Молитесь, делайте что хотите, но не жрите кокатрисов. Потому что вам это никак не поможет. Трупы кокатрисов поднимать можно, если вы в перчатках. В любом другом случае трупы кокатрисов поднимать нельзя. Потому что будет тот же эффект, что и при поедании. И вас это никак не спасет. Судя по надписи, здесь, скорее всего, ловушка. Здесь кто-то прописывал что-то типа надписи. А мы... Вот, да. За текущей дверью, скорее всего, будет ловушка. Потому что вот такая вот надпись, ну, тут невнятно написано, но факт в том, что здесь что-то написано. И в большинстве случаев эта надпись является предупреждением о том, что за дверью, скорее всего, будет телепортирующая ловушка. С высоким процентным шансом. Поэтому, если вы слабый персонаж, я не рекомендую туда вообще спускаться. И заходить за эту дверь. Ну ладно, всем спасибо за просмотр. Всем пока.